Я обычно против сравнения там с квартирами, автодомов и так далее, но это тот случай, где, мне кажется, можно. Вот такая получается прям реально, ну, дача. Буду весь обзор это говорить. Ходишь сюда и снова ощущение вау. Не у всех дома на кухне, в квартирах, студиях бывают такие столешницы, на самом деле-то. Но тогда мне странно, что вы сейчас находитесь на этом канале и смотрите этот ролик. Но, в принципе, почему нет? Что я придираюсь-то действительно? У меня и дома нету духовки. А здесь у нас, опять-таки, в прицепе дачи и духовка, и микроволновка, и все на свете. Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Караван Салон Дюссельдорф. И сегодня мы снова на стенде Adria. И такой у нас будет интересный обзор премиального прицепа. Я бы даже сказал, прямо полноценный дача на колесах. Adria Astella 704 HP. Astella — это премиальный прицеп, и, конечно же, он не про мобильность и не про какие-то активные путешествия. Это вот если вы задумываетесь о том, что а не купить ли мне где-нибудь домик в Черногории, или там, я не знаю, где можно еще покупать, в Болгарии люди зачастую покупают недвижимость. Вот если вам пришла в голову вот такая мысль, я обычно против сравнения там с квартирами, автодомов и так далее, но это тот случай, где, мне кажется, можно. Вот если вам пришла такая шальная мысль в голову, то вспомните о том, что подобную недвижимость достаточно проблемно обслуживать. Вам надо будет каждый год проезжать и отдыхать в одном и том же месте. Если это про вас, то, наверное, стоит покупать недвижимость, но тогда мне странно, что вы сейчас находитесь на этом канале и смотрите этот ролик. Но если же все-таки это не про вас, каждый год ходить на один и тот же пляж и еще мучиться с тем, что вас там затопили соседи и что-то такое, а вы хотите каждый раз оказываться, чтобы у вас дача, свой дом, по сути, такой оказывался в новом месте, в этот раз в Италии, а в следующий раз в какой-нибудь Хорватии и так далее, а на третий год на Алтае, то тогда вам стоит, возможно, рассмотреть для отдыха с комфортом вот такую вот полноценную дачу на колесах. Прицеп у нас, естественно, двухосный. Его длина 9 метров без 1 сантиметра. Высота 2,50, ширина 2,52 и высота 2,59. Вес прицепа, заявлено, что 3 тонны, по идее, максимальный вес. Естественно, там от каких-то опций иногда чуть-чуть это может варьироваться, но, естественно, это будет категория БЕ. Тут как бы длина у нас, извините, пожалуйста. Рассчитан он на 4 путешественников, несмотря на то, что большой, потому что это, в принципе, такой класс про комфорт. Здесь, конечно, для выставки сделан вот этот помост, но что-то подобное, наверное, можно сымитировать или даже найти во многих кемпингах и соорудить себе вот такую террасу. У нас наверху есть маркиза Thule OmniStore, которая раскладывается тоже вперед. На прицепах далеко не всегда есть маркизы, как правило, у нас просто пристегивается такая палатка, но в таком классе прицепа уже все-таки она предусмотрена. И у нас будет вот здесь такая веранда и огромные распашные двери в передней части и в задней. И вот такая получается прям реально, дача. Буду весь обзор это говорить. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что у нас, как организовано там. Как минимум в конкретно этой планировке. Огромные вот эти распашные стеклянные двери, конечно, поражают сознание, когда мы заходим в заднюю часть и понимаем, что здесь у нас просто кровать. Причем такая кровать, которую мы можем обойти слева, справа. У нас есть, по сути, прикроватные тумбочки с 2 сторон, изголовье. Вот это все просто, считайте, практически обыкновенная такая домашняя спальня с огромными вот этими стеклами, которые закрываются шторкой. Есть шторка Blackout, есть шторка вот такая, как будто ее случайно порезали. Это вот такой дизайн здесь текстильный у нас. Кстати, вот так вообще в целом выглядят варианты текстильной отделки для этой модели. В этом году, в 2023 году, линейка, по крайней мере, у нас этого года. Что здесь еще? На самом деле, чего вот прям необычного такого технически сказать не знаю, кроме того, что тут премиальный там матрас ортопедический. Естественно, мы когда в последний раз сталкивались со Stellой в обзорах, здесь был еще в целом у Adria другой старый дизайн, и сейчас он обновился, и мы встречаем в целом все то, что мы видим и в Матриксе, такое все более лофтовое, вот эти темные черные части фасада, светлые фасады, новые кнопочки, сенсорные, тут в данном случае не сенсоры, но там есть какие-то сенсорные элементы, новые трековые светильники, вообще даже
те, которые не были еще в прошлом году, вот прям самые последние, 23-го года линейка, вот они тоже у нас здесь. Давайте двигаться дальше по жилому пространству. Естественно, от спальни мы можем отделиться вот этой дверью и таким образом организовать себе такой санитарный блок. Слева от меня, я стою сейчас по ходу движения, у меня получается туалет, весьма просторный, очень интересно решено, то есть мы часто видим, что зеркало так опускается и получается раковина, но здесь она при этом откидывается и не какая-то тонкая пластиковая, а такая имитация, пластиковая имитация искусственного камня, или это прям и есть искусственный камень, сложно понять на ощупь, но она такая основательная, симпатичная, ну понятно, люкс-класс. Второе, что меня удивило, если открыть шкафчик, который, естественно, зеркальная дверка, как мы видим, за ней еще одно зеркало. Почему так сделано до конца, не знаю, понять не могу, но, тем не менее, любопытно. Открываешь тут зеркало, два зеркала, это создает какое-то дополнительное ощущение простора здесь. Вообще, в принципе, понятно, что он большой и сам по себе просторный. С противоположной стороне, напротив туалета, у меня душевая кабина по правую руку. И вот на самом деле душевая кабина как будто могла бы быть поинтереснее. Ну, правда, для такого премиума это просто белая коробочка. Никаких дизайн-решений здесь я не вижу. Это как-то странно, потому что даже в экшене, в маленьком достаточно эконом-прицепе, ну, относительно, посмотрите, если не видели в одном из прошлых обзоров, как-то какой-то вот дизайн-придумка есть. В Матриксе я уж там вообще молчу. А здесь такой премиальный прицеп и как-то вот просто коробочка. Но это если так, к дизайну придираться. А главное, что с точки зрения практичности здесь все необходимое есть. И эта душевая кабинка, я бы даже сказал, весьма просторная. В общем, спорные ощущения. Мы проходим, заходим вот в эту спальню большую. Я такой, вау, это ощущение просто как дома. О, кстати, вовремя другие посетители выставки закрыли дверь. Потом ты попадаешь в санитарный блок, который такой функциональный, но очень простой. Очень простой. Всего вот этого шика я здесь сразу же не вижу. Потом мы закрываем вот эту вот дверь, которой мы перекрываем санитарный блок из следующей комнаты, вот этой вот большой гостиной. Выходишь сюда и снова ощущение вау. Чтобы в автодоме, в прицепе дачи было столько много места, это, конечно, ну, что-то невероятное. Давайте теперь от эмоций ближе к делу. Здесь у нас столовая группа, есть вот такое вот место, где можно посидеть с двумя такими подушечками, остальное все жесткое, ровное, и выглядит, конечно, это очень приятно. И, конечно же, вот этот большой комфортный дизайн и совершенно небольшой, на самом деле, стол. Не понимаю, почему, мог бы быть как будто и побольше. Но, на самом деле, стол у нас никак не закреплен сюда. Можно теоретически его и заменить, и, наверное, заказать себе какой-то другой. Я думаю, что это не проблема, он не привязан как-то жестко к этой планировке. Стол у нас опускается, или даже не стол опускается, да, нет, здесь и стол опускается, и раздвигаются ламели в сторону, ну, как обыкновенный, считай, раскладной диван. Стол, правда, не понимаю, зачем опускается, но возможность у него такая и есть. Раскладной, короче говоря, у нас здесь диван разложили, и это еще дополнительное спальное место. Оно получается размером с вот эту угловую часть, на которой я сейчас сижу, а это у нас 120 сантиметров. 120 сантиметров размер кровати здесь, а сзади я вам забыл сказать, я скажу в финале. Поэтому досматривайте ролик до конца, если вас интересует эта информация. Это получается такая гостевая спальня, но в первую очередь гостиная. Наверное, можно здесь там детей положить на диванчики. Длина кровати 2 метра, даже больше 2, по-моему. Давайте померим, чтобы не быть голословным. Да, 2,20 длина этого дивана и длина спального места. Вот такой любопытный момент. Что здесь еще из полезного есть? Есть своего рода такой, как это мы привыкли называть, сервант, место, где можно хранить бокалы, имитация стекла, но на самом деле это пластик, все делается для облегчения. И рядом медиаплеер, медиаконтроллер от Adria. Соответственно, здесь у нас в стенах везде есть колонки, и мы можем смотреть телевизор, слушать музыку и чувствовать себя как в таком маленьком домашнем кинотеатре. Единственное, я нигде не вижу штатно предусмотренные подставки под телевизор, по крайней мере пока что. Но, наверное, это оставили на усмотрение уже пользователя, того места, куда вешать телевизор. Чаще, когда вы покупаете квартиру, там тоже нет телевизора. Так вот, наверное, здесь подумали, что примерно аналогичная ситуация. Кухня. На самом деле, я уже убедился, что все-таки это искусственный камень. Я думаю, что на раковине там тоже, потому что на кухне у нас огромная столешница, если быть точным, насколько она огромная. Это просто что-то невероятное. 180 сантиметров в длину,
и 60 в глубину. Не у всех дома на кухне, в квартирах, студиях бывают такие столешницы на самом деле-то. И такая большая рабочая поверхность. Но это же не все. На самом деле сбоку есть еще кусочек деревянной столешницы размером 50 на 60 сантиметров. Что здесь у нас еще? Розетки 220 вольт, выключатель освещения дополнительного. Сбоку есть такие места, как сказать, углубления в стеночки, ползуночки, в которые могут устанавливаться крючочки. Почему-то сейчас здесь ни одного нет, но в целом у Adria это стандартные крючки, которые можно туда поставить. Что по кухонному оборудованию? У нас здесь, конечно же, есть вытяжка, у нас здесь есть холодильник-дометик премиальный, у которого открываются двери в любую сторону. Холодильник работает от газа, от электричества 220-12 вольт. И, собственно говоря, про холодильник тогда, наверное, больше добавить нечего, кроме того, что это очень классно, когда ты можешь открыть, достать, допустим, баночку пива или там бутылочку вина, сидя в столовой, или когда готовишь на кухне, открыть его с этой стороны. Выше в шкафу у нас над холодильником спряталась микроволновка горения. Она уже здесь предустановлена. И еще есть духовка от Tedford. Честно говоря, у меня и дома нету духовки. А здесь у нас, опять-таки, в прицепе дачи и духовка, и микроволновка, и все на свете. Под столешницей у нас здесь 6 ящиков. Ящики в целом достаточно стандартные. Я думаю, что в этой машине нет смысла на ящики особо на них зацикливаться. И есть еще шкаф, гардероб при входе. Над дверью у нас пульт управления всеми системами жизнеобеспечения прицепа дачи. Здесь у нас есть интересные новые кнопки, вот эти освещения, на которых нарисована картинка, которая нам показывает, какую зону она выключает. Нажимаем на центральную, отключается средний трек, который идет через все помещение. Нажимаем на вторую, такие иконочки по бокам, гаснет подсветка по углам. Ну, в общем, очень удобно и интуитивно понятно. Ну и новый пульт от Adria, который появился в прошлом году, конечно же, здесь есть. Справа пульт управления печкой Alde, то есть это жидкостное отопление, теплые полы. Багажник Vastella открывается таким образом. Заходим внутрь, дергаем за специальный рычажок внутри шкафчика, и у нас вот эта крышка, как вы сейчас видели, автоматически сама поднимается. Смотрим, здесь у нас просто свободный багажный отсек, закреплена только ручка для ног, которые мы выдвигаем, когда встаем на стоянку, и гаечный ключ. Здесь у нас газовый отсек, 2 баллона по 22 литра. Слева еще полностью свободное пространство для ваших каких-то вещей. По левому борту у нас есть вот такой лючок. И я до конца не понял, что это, для чего это предназначено. Ну, понятно, что здесь в этом лючке мы получаем доступ к печке Alde, то есть это такой технический лючок. То есть я не то, что говорю, что он вообще не нужен, но при этом наверху у нас оставили такое место свободное под столешницей на кухне, хотя теоретически как будто бы лючок мог быть поменьше, доступ к печке, а ящички изнутри. Но решили оставить такое вот место для хранения чего-то снаружи. Но, в принципе, почему нет? Что я придираюсь-то, действительно. Alde выпускное отверстие, Dometic вентиляционное отверстие от холодильника. Естественно, 2 колеса, потому что прицеп двухосный. И дальше у нас кассета биотуалета. Tedford 20-литровая обыкновенная кассета. Потом заливная горловина чистой воды. И бак у нас здесь 75 литров. Это чуть побольше, чем в большинстве маленьких прицепов. Но все еще для нормальной жизни, согласитесь, ну, маловато. Но на самом деле это не важно, потому что вы приедете в кемпинг на таком большом прицепе, не будете где-то кататься там и точно не поедете в оффроуд. И подключите просто... Вот в этом лючке у нас есть место, чтобы подключить магистральную воду. Ну, то есть там шланг, водопровод. Подключаете, и у вас не задействован насос встроенный, и просто вы спокойненько воспользуетесь нормальным напором, нормальной водой, которая вам будет подаваться по шлангу, по трубе где-то в кемпинге. Поэтому бак, который мы, кстати, можем видеть прямо здесь в багажнике, нам нужен, ну, по сути, вот вы едете несколько дней, вы останавливаетесь где-то на парковках, пока едете к месту назначения. И вот у вас есть эти 75 литров воды, чтобы вы легли переночевать, утром умылись, зубы почистили, и вот как-то так. А когда уже приехали, тогда нормально пользуйтесь душами и всеми удобствами. Естественно, у нас в конце всего этого борта практически есть багажник, место для хранения вещей. Оно расположено под кроватью в спальне, и здесь же спрятался, как я уже сказал, бак с чистой водой, и лежат вот такие специальные накладки,
накладки закрывают вот эти арки, в которых находятся колеса, для того, чтобы, когда вы припарковались уже, у вас было максимальное ощущение, что это не что-то мобильное, а такое стационарное, ваш вот дом в данный момент. И сразу же после багажника есть еще один лючок, это подключение 220 вольт. Adria Stella мы сегодня с вами посмотрели. Вот такой прицеп дача на колесах люкс класса от Adria. Вообще, немножко такая будет сейчас мысль философская у меня, рассуждение. Лично я считаю, что в караванинге это абсолютно субъективное мнение, и я вас прошу и призываю к спору и дискуссии в комментариях на этот счет, но я все-таки его выскажу. Я считаю, что в караванинге существует, как будто, на мой взгляд, на мой вкус, два типа путешествий. Это либо вэн, за что я люблю вэны, что-то компактное, мобильное для активного отдыха, когда вы вот просто все время в движении, едете 500-1000 километров там в день, оказываетесь в каких-то труднопроходимых местах, и поэтому там, наверное, мой фаворит в этом личный – это Гранд Каньон от Hummer. Или второй тип отдыха, это когда уже вы можете и с детьми там, наверное, и как-то с семьей, и тогда, конечно, это уже бывает, ну, на мой привередливый вкус, тяжеловато в каком-то автодоме, и тогда это уже такой пассивный отдых, когда вы раз в сезон выезжаете к морю куда-то, как я сказал в начале, и вот в этом случае, наверное, Astella один из моих фаворитов. Огромный прицеп, прицепили его к какому-нибудь внедорожнику, привезли в какое-то место и спокойно отдыхаете там месяц с семьей или там с женой, неважно, с кем-то вы отдыхаете, и уже, собственно говоря, на самой машине там путешествуете где-то по окрестностям плюс-минус там в радиусе, наверное, максимум 100 километров. Как-то так. Это субъективное мнение. Призываю к дискуссии в комментариях. Также у нас есть телеграм-канал у Яхты на колесах. Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. А также призываю подписаться на канал, чтобы не пропустить другие наши обзоры, другие ролики из Дюссельдорфа, здесь с выставки Караван Салон 2022. Меня зовут Антон, это канал Яхты на колесах. До новых встреч. Пока.